Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас небольшое техническое видео с элементами скандалов, интриг и расследований. Поехали! Как видите, у меня на подъемнике сейчас поднят мой BMW C1. Если кто не знает, на нем установлен двигатель от Suzuki Skywave 400 2009 года выпуска. Если кто-то еще не смотрел видеообзор, то срочно переходите по вот этой ссылке и смотрите. Обещаю, вы не пожалеете. Это просто пушка-гонка. Итак, я разобрал вариатор для чистки и профилактики и хочу рассказать вам о самом лучшем тюнинге и самом простом в установке, который только бывает для этого варика. А конкретно я буду говорить сегодня про полигональные грузики вариатора. В данном случае Доктор Пули. Превосходных отзывов в сети можно найти очень много. На самом деле полигональные грузики – это единственный способ выиграть и в разгоне, и в максималке, и даже в ресурсе. Это такая своеобразная таблетка от всех болезней, о которой все только мечтают. И на самом деле она практически не имеет минусов. Это действительно правда, и это действительно работает. Один клубный товарищ проехал на 43-м кузове 35 тысяч километров на грузиках Доктор Пули. И в итоге у него нет значительного износа ни на щеках, ни на задней прижимной пластине, ни даже на грузиках. Естественно, пару ремней неоригинальных он за это время поменял, но сам факт. Причем, когда я разобрал этот вариатор и посмотрел, как выглядела задняя пластина, ее же надо запиливать для того, чтобы она нормально ходила на старых поколениях Skywave, чтобы она не имела изгиба. Она была запилена очень так колхозно, топорно, но это прекрасно работало. И грузики, которые я оттуда вытащил, они напоминают вот грузики, которые вчера достали из коробки. То есть я бы ни за что в жизни не поверил, что они так много проехали. Тем не менее, факт. Очень интересно. Итак, эта волшебная таблетка называется Доктор Пули. Продается вот в таких круглых коробочках, даже похоже на таблетку. Я неоднократно упоминал в своих видео, что у этих грузиков есть аналог. Он называется Течь Пули. Продается, соответственно, вот в таких коробочках. Сегодня я расскажу, чем они отличаются, как они появились. Это вообще очень интересная история, рекомендую. И почему мы не привозим Течь Пули на продажу, не рекомендуем их к установке. Хотя достать их гораздо проще. Данный комплект грузиков мне любезно предоставил Роман. Нет, он не ремонтирует профиль на Skyway, но он очень любит скутеры, в том числе итальянские. Он один из первых начал эксперименты в России с этими грузиками. И он лично знает создателей компаний Доктор Пули и Течь Пули. Они живут в Италии. А теперь немного инсайдерской информации. Начнем с истории. Компания Доктор Пули основана в 1987 году и специализируется на изготовлении износостойких композитных материалов. Производство грузиков вариатора – это всего лишь малая часть их бизнеса. Поэтому они обладают очень серьезной экспертностью в области материаловедения, и материал, который используется для производства грузиков вариатора, учитывает все нюансы для того, чтобы грузики эксплуатировались именно в вариаторе. А теперь, пожалуй, самое интересное. Основатели компаний Доктор Пули и Тех Пули являются родственниками. Тех Пули открыл амбициозный выходец из компании Доктор Пули. Он также является родственником основателя компании Доктор Пули, а вернее компании Union Material. Легенда на рынке, что Тех Пули – это новый Доктор Пули, началась с того, что компания как бы украла дистрибьютора в Германии, а сайт остался прежним. Несмотря на то, что компании находятся в соседних районах, на самом деле это два независимых конкурирующих бизнеса. Первая итерация Тех Пули имела крайне необычный дизайн, но вторая оказалась почти полностью скопирована с Доктор Пули, за тем лишь исключением, что они добавили амортизирующее крыло, которое, к сожалению, очень быстро стирается. Тем не менее, у Тех Пули есть и плюс.
Они все оборудованы усиками против переворота. Но доктор Пули к этому просто не сразу пришли. Соответственно, украдена просто уже более новая технология. Первый доктор Пули, как стоят на моем C1, они на самом деле не имели усиков против переворота вообще. Соответственно, при определенных условиях, при наличии грязи в вариаторе или при наличии неправильной пластины, имели большую склонность переворачиваться. Но если все подобрано хорошо и отстроено, то никакого переворота не происходит. Разумеется, если вы чистите свой вариатор вовремя. Некоторое время многие, и даже я, были уверены, что техпули на самом деле даже круче. Но, к сожалению, счастье длилось недолго. Уже первые тесты конечным потребителям показали, что весь этот типа лепесток, который является ноу-хау компании, на самом деле очень быстро стирается. Буквально 500 тысяч километров, и грузики становятся похожи на доктор Пули, и даже хуже работают. Я так думаю, что они неправильно подобрали материал, а может быть ошибка была в том, что никакой материал с такой толщиной не выдержит таких нагрузках при таких температурах, не знаю. Но факт остается фактом, что перегрев в месте, где находится лепесток, приводит к тому, что структура материала в этом месте меняется, и они начинают банально хуже скользить. По итогу ремень хуже выходит на радиус, и по итогу, опять же, у грузиков, несмотря на вот эти вот лепесточки, появляется излишняя склонность к перевороту. То есть получается, что клиент выбросил деньги, потому что желаемый эффект в долгосрочной перспективе не достигается. На самом деле даже жаль, потому что техпули на самом деле гораздо проще достать, чем доктор Пули. Эта компания гораздо легче идет на диалог, с ними проще взаимодействовать. Но, к сожалению, мы не хотим торговать вещами, к которыми есть вопросы, особенно к их ресурсу. Родственники ничего не говорят друг про друга. Если в разговоре упомянуть их, скажем так, коллег, то каждый из них говорит, пусть делают, что хотят. В целом, правильно делают. Рекомендую некоторым товарищам. Наглядно принцип работы грузиков доктор Пули вы можете видеть вот на этой картинке, которая располагается в каждой упаковке грузиков доктор Пули. В отличие от стандартных круглых грузиков, которые катаются и трутся по пластине, положение грузиков доктор Пули не меняется, они просто скользят по пластине и за счет центробежной силы выталкиваются на внешний радиус. Очень важная вещь, на которой я сейчас хочу остановиться, это то, что на доктор Пули сейчас стали появляться подделки. Оригинальные доктор Пули поставляются только в пластиковых круглых коробочках и имеют либо графитово-серый цвет, это уже более новые поколения грузиков, либо цвет такой светлый, светло-серый. Это более старые поколения грузиков, как правило. Оригинальные доктор Пули обязательно имеют на каждом грузике надпись «Доктор Пули». Они бывают двух цветов. Либо графитовые, такие темно-серые, либо светло-серые, такого же в принципе цвета, как техпули. Светло-серые – это обычно более старые варианты исполнения грузов. Сейчас на видео вы можете наблюдать различные фото, которые я повставляю с подделками и даже с самопалом. Дальше всего, насколько я знаю, в этой теме зашли сильверы. Ну от кого ж еще ожидать-то такого было можно? Желание сэкономить на всем, когда твой мопед вроде типа подешевле в обслуживании, можно ждать от хондоводов от первых. Ой, помидоры прям летят, чувствую, прям руки чешутся кого-нибудь забанить. Насколько я знаю, в теме сильверов был какой-то мастер, который изготавливал эти техпули с нуля. Вес регулировался просто размером отверстия в самом грузике. Как такового металлического грузика в этих грузах вообще не было. Насколько я знаю, тема не очень пошла, и этот мастер быстро остыл к производству. Вообще я почему-то совсем не удивлен. Сильвероводы думают, что я их троллю, но на самом деле я действительно очень не понимаю людей, которые могут выбрать себе такой скутер. У меня просто отличается мышление от них кардинально, и все. Ну, может быть, это нормально, просто мы разные.
Давайте подведем итоги. Грузики Доктор Пули я к установке однозначно рекомендую. Прям я всеми руками за. Они помогают расширить рабочий диапазон вариатора, улучшить разгон без потери в максималке. В максималке вы только выиграете. И не прибегать к возможному колхозу в виде переточки углов или расширения канавок, по которым катаются грузы. И вот это вот все, помните то, что делал Женя Матвеев. Я прекрасно отношусь к переделке, которую делал Женя Матвеев. Но давайте будем честными. Те люди, которые имеют достаточно дешевый час своего времени, чтобы заниматься этой, простите за искренность, фигней, они вряд ли смогут сделать это грамотно, потому что у них, скорее всего, не хватит квалификации. А люди с уровнем квалификации того же самого Жени, он действительно грамотный мастер, но, как вы можете наблюдать, сейчас он этим не занимается, потому что его час времени стоит намного дороже, чем он может на этих вариаторах заработать. То есть эти люди заняты какими-то другими вещами, у них просто нет времени на эту ерунду. По итогу получается, что проще прибегать к каким-то более простым способам, и все будет работать круто. Естественно, это все нужно ставить на живые щеки и правильно подбирать вес. Базовая формула подбора весов указана на официальном сайте Доктор Пули. Как правило, этот вес ниже, чем у грузиков, которые в оригинале стояли в вашем вариаторе. А также нужно иметь ровную пластину, которая прижимает грузики. В базовом варианте эта проблема есть у старых Skyway 400, у которых пластина имеет закругление. 41, 42, 43 кузова. А вот на 44-м пластина уже стала прямая. После чего в более свежих вариантах они ее опять немножко закруглили. Короче, нужно следить за тем, чтобы пластина не имела загибов. Ее можно запилить, ее можно заменить, но при условии нормальной ровной пластины все будет ходить. А также нужно еще более пристальное внимание, чем со штатными грузами, уделять чистоте в вариаторе. Потому что если вы там более 6000 катаетесь и не разбираете вариатор с продувкой, то, соответственно, есть большой риск, что, во-первых, у вас будет переворот грузиков, во-вторых, у вас будет ускоренный износ как самих грузиков, так и вариатора, по которым они скользят. Потому что если там скопится абразивный материал, то, естественно, они будут возюкать этот абразивный материал по корпусу вариатора. Если в вариаторе достаточно чисто, то, естественно, никакого износа там не происходит, никаких задиров не остается. У меня как бы достаточная база, чтобы подводить нормальную статистику. Я много вижу таких случаев и прекрасно наблюдаю, как и у кого оно ходит. Помните пример человека, который я приводил в начале этого видео, который проехал 35 тысяч на одних грузиках? Вот он делал чистку вариатора с разбором раз в 3000 километров. Он суммарно проехал на этой 400-ке около 115 тысяч. И прям обалдеть, оно у него все классно работало. И я считаю, это прям показатель. Это классный опыт, который надо просто перенимать и не изобретать велосипед. В общем, как я люблю говорить, обслуживайте свою технику вовремя, и она прослужит вам долгие годы. Катайтесь на классных мопедах, а с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. В любом случае, поставь лайк, напиши комментарий под этим видео и нажми на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых интересных видео. Это очень помогает мне развиваться, ведь я делаю это для вас. Всем пока!